3 сентября 2018 года. Королевский госпиталь Олдхэма в Англии. Там проводят штатную биопсию костного мозга. Пациентка – женщина по имени Шахида Парвин, мать 3 детей. 85-летний гематолог Ишьяк Мааман не может взять пробу стандартным способом со спины, и доктор решает взять пункцию из грудины. Он выбирает слишком длинную иглу, игла прокалывает перикард, повреждает сердце, и женщина умирает в тот же день от внутреннего кровотечения. Представьте, вы пошли сдавать анализы или поставить пломбу, а из-за ошибки престарелого врача вас увезут в морг. И это не единственный случай халатности этого врача. Доктор Ишьяк Мааман списал себе 11 лет возраста, чтобы дальше работать по специальности. И до этого трагического случая он оставил несколько людей инвалидами, проводя подобные операции. По статистике, на 2022 год примерно треть всех врачей в России старше 55 лет. В странах ЕС и США их уже около половины. Ну, конечно, кто-то скажет, и молодые косячат, но проблема в том, что старшие чаще работают по устаревшим программам, которым более 30 лет. Они были актуальны, когда они только начинали свою карьеру. У тебя шанс 1 к 3 оказаться у того, кто не учился по современным стандартам. Так чем же это грозит именно вам? Если что, я все источники оставляю у себя в телеграм-канале. Дальше я расскажу вам, чем кончилась эта история мясника-гематолога. Вас никогда не смущало, почему старшее поколение такое? По телевидению показывают, как сосут. Крысиные рожи ваши. Какого хрена стоишь только? Чувырла? Разукрашенная, стоит как мартышка. От того, что я скажу в этом ролике, будет зависеть ваше здоровье, ваша жизнь и даже ваши деньги. Посмотрите на этот график. В 2018 году число людей старше 65 лет во всем мире превысило число детей до 5 лет. Если произвести несложные вычисления, то мы увидим, что каждую минуту этого видео в мире умирает 19 человек младше 35. Почему мы вымираем? Или даже не так. Кто нас убивает? Медицина – это не единственная тревожная сфера. Люди в возрасте могут творить вообще невообразимые вещи. Хотите, расскажу, как и где придумали менструальную полицию, которая проводила регулярные осмотры женщин прямо на работе. А за отказ от этой унизительной процедуры женщину могли посадить в тюрьму. Не удивляйтесь, это реальный исторический случай. Расскажу вам о нем чуть позже, а пока немного добавим контекста для понимания. Знаете, от чего зависит, очнетесь вы после операции или умрете? От возраста хирурга. В 2017 году в США было проведено исследование, которое показало, что чем старше врач, тем смертность его пациентов в месяц выше. В исследовании принимали участие почти 19 тысяч врачей. С возрастом врачи все неохотнее осваивают современные методики лечения. Я нашел один просто дичайший случай. 80-летний терапевт из Австралии, имя не разглашается, так как это реальное закрытое судебное дело, в 2025 году оспаривал приостановку действия своей врачебной лицензии. Причиной было то, что он не проходил обязательное для всех врачей обучение. Это называется непрерывное профессиональное развитие. Такая область, как медицина, постоянно развивается, и спросите у любого врача, ему всю жизнь приходится учиться. Подсудимый заявлял, что вообще мало что поменялось с момента его выпуска из медицинской академии в 1969 году. Надеюсь, этот врач не лечил пиявками и не использовал в практике уринотерапию. Так, по лечению пишу: пейте воду, дышите воздухом, ешьте еду, у вас есть стресс, разберитесь с этим. Хорошо, что он терапевт, а не, скажем, хирург или онколог. Это подтверждается статистикой. В 2005 году выполнили анализ 62 медицинских исследований. И он показал, что чем дольше практикует врач, тем больше он пользуется устаревшими практиками и методами лечения. Вы можете возразить, ведь возраст – это же опыт.
А опыт – это всегда хорошо и полезно. Да, конечно же, были случаи, когда опытные врачи творили просто фантастические вещи. Вот, например, случай спасения целой футбольной команды из Таиланда. Летом 2018 года юношеская команда по футболу, детям было от 11 до 16 лет, поехала на экскурсию в пещеры. Там местный какой-то заповедник был в Таиланде. И когда они были в пещерах, начался ливень и затопил выход. Они провели там 9 дней без еды и воды. Дожди не прекращались, и вода прибывала на 50 сантиметров каждые 10 минут. Ждать времени больше не было. Нужно было как-то проплыть под водой 4 километра по узким лабиринтам в кромешной тьме. Причем местами встречалось сильное течение. У опытных водолазов этот путь занимал примерно 5-6 часов. Двое бывших военных, морские котики ВМС Таиланда, умерли при попытке спасти детей. И тут, по счастливой случайности, чисто по сарафанному радио, руководителям штаба спасения посоветовали обратиться к австралийскому анестезиологу и дайверу с 30-летним стажем Ричарду Харрису. После осмотра он предложил единственный реалистичный вариант – выводить детей полностью без сознания под общей анестезией. Ну правда же, какой ребенок сможет выдержать 5 часов под водой в кромешной тьме? Тем более, что любая паника – это смерть для самого водолаза и для ребенка. Анестезия держалась около часа, и Харрис даже научил водолазов делать уколы прямо во время пути. Операция по спасению продолжалась 2 дня. И 10 июля 2018 года 12 детей и тренера вывели из пещер. История закончилась хэппи-эндом. С одной стороны, детей спасли благодаря опытному врачу. Но если подумать, это уникальный случай, который мог произойти только в уникальной ситуации. Это большая редкость, когда в одном человеке могут сойтись 2 таких редких навыка. Тут, по сути, сработала ошибка выжившего, а не реальный случай, на основании которого можно делать выводы. Как ни крути, но статистика показывает, что врачи в возрасте больше молодых совершают критические ошибки. И подтверждение этого факта больше, чем доказательств обратного. Это как раз-таки показывает, например, Бристольский скандал в Англии. По данным расследования парламентской комиссии, в Бристольском королевском лазарете в период с 91 по 95 год умерло до 35 младенцев после операции на сердце. Врачи на месте объясняли это тяжестью болезней, но комиссия выяснила, что старшие хирурги просто не обучались новым методам проведения операций. Если бы эти врачи не использовали устаревшие методики, то 35 детей были бы живы. И такая дичь со старшими поколениями везде, куда ни плюнь. Знаете, как старики теряют свои деньги? Знаете, кто самые богатые люди в России? Нет, это не ребят с Патриков. Это пенсионеры. В 2025 году 78-летнему пенсионеру позвонил неизвестный номер. Звонивший представился сотрудником ФСБ. Неизвестный попросил деда снять со счета наличные и передать их курьеру. За период времени с апреля по сентябрь пенсионер передал около 85 миллионов рублей мошенникам. Откуда у них вообще такие деньги? По данным МВД, за 2024 год почти четверть жертв мошенников в России – это люди 60 плюс лет. Оценка суммарного ущерба граждан за 8 месяцев 2025 года составила 134 миллиарда рублей. За эти деньги можно каждый день покупать по двухкомнатной квартире в Москве, где-то посередине рынка, и делать это почти 19 лет. Если у молодежи индекс финансовой грамотности в среднем составляет 61 пункт из 100, то у людей 60+, он составляет 49. То есть пенсионеры в целом реже разбираются в финансовых вопросах и реже пользуются финансовыми услугами. Ну, конечно, есть и противоположные примеры. Вот, например, 92-летнюю старушку из Южной Каролины достали мошенники. Да, в США они тоже есть. Я что? Я тебе не звонила. Ты мне позвонил. О боже, это так плохо. И она начала жестко издеваться над ними. То часами с ними говорит о пришествии Господа на землю. Ты же веришь в Бога?
Я думаю, что меня заберут на небеса. Ты когда-нибудь слышала о Вознесении? То рассказывают им о скидках в соседнем магазине. У меня есть скидка для пожилых. И все кончается тем, что мошенники обычно сами не выдерживают и бросают трубку. Алло, леди. Но это больше исключение, чем правило. По данным Центробанка, аж 19% людей вообще ничего не делают для защиты своих денег. Банально, пароли у многих людей до сих пор это дата рождения или номер телефона. Среди молодых людей такое встречается только в 5% случаев. Отсюда как раз и уязвимость к звонкам мошенников и фишингу. Но знаете, что, наверное, самое бесячее, что есть у старшего поколения? Это сплетни и дезинформация. Если у вас есть бабушка или дедушка, вы наверняка задавались вопросом, где они находят эти новости. Как вообще можно придумать этот бред? Вакцины чипируют, рак лечится содой, Е-добавки убивают потенцию, NFC-хакеры вытаскивают деньги из телефона по воздуху. Даже одна ссылочка от твоей бабушки на красивую блестящую картиночку в WhatsApp, и твои данные, пароли и даже деньги могут быть украдены. Вот вам один интересный факт. Представители старшего поколения чаще делятся фейками и хуже распознают дезинформацию. По данным Science Advances за 2019 год среди пользователей Facebook люди старше 65 лет делились ссылками с фейковых сайтов в 3-4 раза чаще, чем люди 18-29 лет. Почему? У пожилых людей хуже происходит так называемый контроль источника. То есть сама информация остается, а вот факт, откуда она появилась и можно ли верить этому источнику, запоминается куда хуже. Таким образом, информация гораздо меньше подвергается критике, и порой это может кончиться трагически. В 2020 году пара из Аризоны, оба 60+, выпила средства для чистки аквариума. Они где-то услышали, что для профилактики ковида нужно пить хлорин-фосфат. Они выпили средства для чистки аквариума с таким же названием. Мужчина скончался на месте, а женщину госпитализировали в реанимацию. По данным аналитического центра Левада, у пенсионеров основным источником информации на 2025 год является телевизор. И как вы понимаете, там очень сложно фильтровать информацию. Смотри, что показывают, или не смотри вообще. Как думаете, всегда были такие проблемы со старшими поколениями? Или нам так повезло? Как думаете, есть ли исследования, которые доказывают, что молодежь сейчас гораздо глупее старших? Есть версия, что проблема поколений существовала всегда. Еще Платон говорил: сын ведет себя как отец и не испытывает ни стыда, ни страха перед родителями. Подобное отношение старших к младшему поколению порой принимало страшные формы. Например, 4 мая 1970 года в США бойцы Национальной гвардии расстреляли демонстрацию безоружных студентов. Погибло 4 человека и ранено 9. Студенты устраивали протесты против ввода войск в Камбоджу. За день до этого губернатор Огайо Джеймс Роудс на пресс-конференции заявил, что эти студенты хуже фашистов и коммунистов, и обещал искоренить проблему. То есть губернатор заранее демонизировал протестующих студентов, и в итоге вместо обычного разгона протеста все закончилось убийствами. В конечном итоге этот конфликт унесет десятки тысяч жизней. Если что, есть официальная запись выступления этого губернатора, я тоже выложу ее в Телеграме. Так за что же недолюбливают молодежь? Есть даже специальный термин – эффект Kids These Days. Если просто, это привычка старших считать младшие поколения ленивее, глупее и менее воспитанными. Давайте разберемся, почему так происходит. В 2019 году в журнале Science Advances вышли результаты опроса и тестов. Участвовали 3500 человек. Оказалось, что подавляющее большинство испытуемых считает, что современное младшее поколение менее уважает старших, менее любит читать и вообще глупее их в том же возрасте. Вы можете заметить, так и есть, это все дистанционка виновата. Но вы не знаете, что дистанционное обучение без чтения учебников и книг появилось аж в середине прошлого века. Расскажу вам об этом дальше. Пока я готовил материал, я нашел, наверное, самый курьезный случай обвинения младших старшими.
В мае 2023 года преподаватель Техасского университета A&M Джек Маам прислал всему потоку студентов письма. Он сообщил, что все они получили 0 баллов за финальную курсовую работу, потому что они якобы сделали свои работы с помощью чата GPT. Самое смешное в том, как он это выяснил. Он буквально копировал текст каждой курсовой в чат GPT и спрашивал, он это написал или нет. Я не знаю, надо объяснять или нет, но искусственный интеллект – это вовсе не интеллект. И его постоянно глючат, и он может вообще любой бред выдать. И так оценивать работы вообще нельзя. Так вот это произошло прямо перед самым выпуском. И многие студенты испугались, что не получат диплом в этом году. Слава богу, вмешалась администрация и объяснила преподавателю его ошибку, попутно высмеяв его на весь мир. Конечно, если покопаться, можно найти подтверждение того, что младшее поколение стало тупее. Сколько тебе лет? 17. Сыктывкар – это Африка или Азия? Африка. Например, есть такая организация ОСР – Организация экономического сотрудничества и развития. Они собирают данные по экономике, образованию, здравоохранению и налогов более чем по 100 странам мира. ОСР проводит тесты среди 15-летних школьников, и вот, например, с 2018 по 2022 год общий балл по грамотности упал аж на 10 пунктов. Не будем забывать, что на этот период выпал ковид с его локдаунами и дистанционкой. Не везде были созданы корректные условия, чтобы обучаться на удаленке. Были случаи, когда студенты реально хотели учиться, и им приходилось рисковать жизнью. В мае 2020 года в Индонезии студент по имени Руди Салам учился на удаленке. В его деревне сеть ловила не везде, и для того, чтобы скачать задание к курсовой работе, он полез на крышу местной мечети. В итоге он упал и разбился насмерть. Как бы да, с одной стороны, дети реально начинают переставать читать книги, и может показаться, что они реально становятся глупее. Но если посмотреть на ситуацию шире, то дело тут совсем не в книгах. Мы, в принципе, меньше информации получаем из текста и больше из видео и аудио. Люди не становятся тупее, просто меняется способ восприятия информации. Если вы считаете, что чем больше страниц в день вы прочитаете, тем умнее вы станете, то у меня для вас есть одно исследование от 2016 года. Там несколько групп людей усваивали одну и ту же информацию в аудиоформате и в тексте. Исследование показывает, что для усвоения и понимания, по сути, не важно, как вы воспринимаете информацию. Хоть в книге, хоть в аудиоформате, хоть видео смотрите или слушайте. 3 января 1971 года в Англии по каналу BBC 2 начала транслироваться образовательная передача Open Forum от открытого университета. И люди реально обучались по телевизору. По сути, это была удаленка. И, например, английский комик сэр Ленни Генри именно так получил диплом бакалавра по английской литературе в 2007 году. Вот так и придумали дистанционное обучение задолго до ковида и локдауна. Не нужно мучить себя и заставлять читать по часу в день, если не хочется. Можно с не меньшей пользой и видосы смотреть. И у меня к вам очень большая просьба. Можете и мои видео посмотреть, и лучше подряд. А то у меня катастрофически мало просмотров для такого высокого качества контента. YouTube видит, что, например, на видео с концертом Ивана Зола больше активности, чем на моих по-настоящему полезных роликах. Мы живем в эру капитализма, и тут все, что не приносит доход, умирает. Пожалуйста, помогите поднять активность на моем канале. А то, я думаю, меня на пару месяцев в таком режиме еще хватит, а потом конец. Ну и если хотите помочь напрямую, пожалуйста, подпишитесь на мой Бусти. Там уже выложен эксклюзивный контент, которого больше нет нигде, и будет еще. Так вот, по оценке грамотности взрослых от той же ОСР можно увидеть, что год от года какие-то навыки растут, а какие-то стагнируют. То есть каждый год плюс-минус 10% в показателях каких-то навыков меняются. Это говорит нам о том, что нет никакого резкого отупения людей от поколения к поколению. Есть даже такой термин «розовая ретроспектива». Это когнитивное искажение, когда мы воспринимаем свое личное прошлое слишком позитивно. Но вот мир и окружающие видят нас такими, какими мы являемся на самом деле.
Отсюда и все эти ленивые зумеры и глупое поколение альфа, хотя на самом деле и не глупые, и не ленивые. Просто с возрастом мы перестаем реально себя воспринимать. Так вот, жалобы на молодых существовали столько, сколько существует человечество. Напишите, убедил ли я вас, что они, мягко так сказать, неоправданы или нет. Теперь рассмотрим реальные последствия управления миром стариками и миллионы умерших людей как следствие этого управления. Как вы думаете, хорошо ли, когда серьезные решения, от которых зависят судьбы людей, принимают люди в возрасте? А я вам сейчас расскажу. Не мне вам говорить, что за всю историю существования человечества люди в возрасте совершали ужасающие ошибки. Знаете, какие? Сейчас я расскажу вам о 3 просто вопиющих случаях. 28 июля 1914 года Австро-Венгрия объявляет войну Сербии. Дальше мясорубка Первой мировой войны втягивает Россию, Францию, Британию. Всего в конфликте участвовало 38 стран. За 4 года около 8,5 миллионов военных и до 13 миллионов гражданских погибло. Австро-Венгрией правил Франц Иосиф. Ему было 83 года. Или вот второй вопиющий случай, о котором вы, скорее всего, не слышали. 15 августа 1947 года на карте появляется Индия и Пакистан. Вроде нормально разделили страну по религиозному признаку. Индуисты с одной стороны, мусульмане с другой. Да только вот границу провели в спешке и не учли, что нужно сохранить и грамотно разделить административные территории. Не нужно, например, перерезать посередине железные дороги, каналы и порты. Представьте, что между вашим домом и магазином, куда вы ходите за продуктами, провели границу, и теперь там таможня другого государства. Что вам, с голоду, что ли, помирать? В Тхоа-Халса, это ныне Пакистан, мусульманские отряды осадили сикхскую деревню, требуя перейти в ислам. После нескольких дней обороны часть мужчин была убита, а женщины, чтобы избежать изнасилований и похищений, массово бросались в местный колодец вместе с детьми. По свидетельствам и последующим исследованиям погибло около 90 женщин и детей. В результате некорректного раздела колониальной Индии началась экстренная миграция населения. Самая крупная в 20 веке, не вызванная войной. До 15 миллионов вынужденных переселенцев и до 2 миллионов погибших в резне и хаосе. Генерал-губернатору новообразовавшегося Пакистана Мохаммеду Али Джинни было 70 лет, а премьеру Индии Джавахарлалу Неру 57. Да даже если рассмотреть менее масштабные, но известные трагедии, там все равно зачастую виноваты старики. Например, капитану «Титаника» Эдварду Джону Смиту было 62 года. Именно он, по официальной версии, проигнорировал опасность айсбергов и пустил корабль полным ходом, из-за чего «Титаник» не смог совершить маневр уклонения. На корабле погибло порядка 1500 человек. Мы видим, что по сути реальные катастрофы часто происходят из-за решения пожилых людей. И у меня к вам вопрос. Хоть что-то изменилось? Ну, давайте попробуем разобраться. Средний возраст мирового лидера сейчас – это 62 года. За полвека мировые лидеры постарели с 55 до 62 лет. Чем старше элита, тем чаще она тяготеет к консерватизму и медленнее приспосабливается к изменчивой реальности. Вот вам курьезный пример. Первый президент Туркменистана Сапармурат Ниязов сделал свою книгу «Рухнама» частью экзамена на права. Ниязов утверждал, что получил пророческое видение, в котором выдающиеся туркменские предки призвали его вывести Туркменистан на золотой путь жизни. Обязательные экзамены на знание Рухнамы проводились в школе, университете и при приеме на работу. Экземпляр этой книги даже запустили в специальном саркофаге в космос. Кстати, при нынешнем президенте в Туркменистане женщинам запрещено пользоваться косметикой, делать маникюр, красить волосы, носить облегающую одежду, а также водить машину и ездить на переднем сиденье автомобиля. В научном журнале Journal of Conflict Resolution в октябре 2005 года была опубликована статья под названием «Возраст лидера, тип режима и напряженные международные отношения». Исследователи пришли к выводу, что чем старше правитель,
победитель, тем выше вероятность начала и эскалации конфликта. Были исследованы международные споры за период времени с 1875 по 2002 год. Рассмотрели более чем 100 тысяч пар конфликтующих стран. Проанализировали, кто стоял у власти, сколько им было лет, и посмотрели, кто чаще инициирует и обостряет конфликты. И, как вы понимаете, порой подобная эскалация бывает абсолютно бессмысленной. В 1979 году 75-летний Дэн Сяопин вводит войска на приграничные территории Вьетнама. Как он позже скажет президенту США Картеру, Китай должен преподать Вьетнаму урок. Поводом было то, что вьетнамские войска свергли союзный Китаю режим Кхмера в Камбодже. И по итогу десятки тысяч погибших с обоих сторон. А войска Вьетнама оставались в Камбодже до 1989 года. Уже сотни лет мы видим одно и то же. Старшие сидят у руля, и их ошибки стоят очень дорого. Помните гематолога, который убил мать троих детей, беря пункцию? Так вот, до этого случая, еще в 2015 году, он также ввел иглу не туда. К счастью, пациент выжил, но остался инвалидом до конца жизни. И после этого случая он 8 лет продолжал работать по специальности. А после убийства женщины суд приговорил его к 3 годам тюрьмы. Напишите, много это или мало? А сейчас ответьте мне. Почему все-таки старики крутые? Вы, наверное, и сами знаете, что с возрастом человек не деградирует полностью. Не превращаемся мы в овощи сразу как постареем. Конечно, какие-то способности ухудшаются. Память, например. Но есть очень много полезных качеств, которые развиты у стариков куда лучше, чем у молодых. Исследования 2015 года показали, что навыки в человеке развиваются неравномерно, а пиками. И если на пик памяти человек выходит приблизительно в 20 лет, то 40-60-летние люди гораздо лучше начинают контролировать эмоции. Они тактичнее и продуктивнее разрешают конфликтные ситуации. Кому вы доверитесь в критической ситуации? Опытному, хоть и старому специалисту или молодому, ничего не знающему новичку? В мире существует тысячи историй, когда были спасены жизни людей благодаря многолетнему опыту. Один из таких произошел в Нью-Йорке 15 января 2009 года. Самолет со 155 пассажирами чуть не разбился всего через 2 минуты после взлета. Оба двигателя одновременно вывела из строя влетевшие в них стая гусей. Они спаслись только благодаря опыту капитана Салленбергера. Он мгновенно оценил обстановку и принял решение приводниться на реку Гудзон, вместо того, чтобы возвращаться в аэропорт. И все остались живы. Безусловно, встречаются люди в возрасте, которые ведут себя отвратительно. Но это в большинстве случаев связано с каким-то нарушением психики или здоровья. Банально, самой частой причиной конфликтов со старшим поколением являются проблемы со слухом. Люди просто недопонимают друг друга, и наличие слухового аппарата все это чинит. Какие-то возрастные нейродегенеративные изменения встречаются куда реже. ВОЗ говорит, что всего 5-8% людей старше 60 страдают от возрастной деменции. То есть 9 из 10 пожилых людей – это абсолютно вменяемые, адекватные люди, с которыми можно и нужно договариваться. Конечно же, встречаются случаи проявления откровенной глупости и упрямства, которые вообще нельзя оправдывать. Например, в Германии в 2022 году 72-летняя бабуля отключила свою соседку по палате от ЭВЛ, потому что тот пищал и мешал ей спать, в результате чего соседка умерла, а старушка просто не знала, как работает медицинское оборудование. Про тотальное нежелание осваивать современные технологии с стариками можно вообще целый ролик снять. Если коротко, есть такая теория социоэмоциональной избирательности. Она говорит нам о том, что когда время начинает ощущаться ограниченным, приоритеты у людей смещаются от исследования и приобретения чего-то нового до сохранения того, что уже есть. Это, в принципе, процесс, не зависящий от возраста. Просто так устроена наша психика. Именно поэтому порой люди в возрасте замыкаются в своем внутреннем мирке. В нем вместо чего-то нового, этих непонятных и пугающих компьютеров и смартфонов, есть свои максимально привычные и безопасные вещи. Телевизор,
календарь с котятами или пластиковые цветы в хрустальной вазе на кружевной салфетке. У моей мамы до сих пор в шкафу хранится хрусталь, который она купила, будучи студенткой на 2-м курсе. 45 лет тому назад. Если подумать, вот эти вот бабки и деды, над которыми принято смеяться, это люди совершенно другой эпохи. Они не то что большую часть жизни без интернета жили, они сотовые телефоны и компьютер первый раз потрогали уже довольно в зрелом возрасте. Если потрогали вообще. Они формировались и приспосабливались к совершенно другой эпохе. И там порой бывали ужасные перегибы. Помните пример из начала ролика про менструальную полицию? 19 лет у всех женщин Румынии ежемесячно проводили гинекологические осмотры прямо на работе. Диктатор Чаушеску принял декрет, легализующий это беззаконие в 1966 году. Так он хотел повысить рождаемость и следил, чтобы женщины не делали аборты. За отказ от осмотра женщину могли посадить. Мало ли она сделала аборт. А если в семьях более 2 лет не было детей, то муж и жена платили штраф до 30% от зарплаты. Я, конечно, не хочу сказать, что это было дикое время, но выживали они точно как могли. Да и многие старики до сих пор ностальгируют по тем временам, когда все было проще и понятнее. У меня в целом складывается впечатление, что конфликт поколений – это просто уловка для того, чтобы рассорить людей. Как думаете, это похоже на теорию заговора? Ну, давайте разберемся, зачем оно нужно и что с этим делать. Так почему же порой кажется, что старшее поколение такое глупое? Мне иногда кажется, что мы немного запутались в конфликте поколений. Перепутали, так сказать, причину и следствие местами. В принципе, бесит любое неадекватное поведение и агрессия. Какого ты хера здесь околачиваешься около нашего дома? Бесит глупость и бессмысленная упертость. Услышь меня, дочка. Я тебе еще раз объясняю. Себе сказали, товар говно. Бесит, что некоторые представители старших поколений порой не могут освоить элементарнейшие вещи. Типа записи к врачу через госуслуги или переводы денег в банковском приложении. Но на самом деле тут не старики виноваты. Они просто обычные люди. Есть исследования, которые показывают, что когда у пожилых людей есть поддержка и понятный смысл, зачем что-то делать, они осваивают технологии не хуже молодых. Знаете, в чем парадокс массовой глупости старшего поколения? В том, что этой глупости нет. То безумие, которое мы встречаем в интернете, это по сути просто девиации, которые не зависят от возраста. Вспомните своих родных бабушек и дедушек. Да, они могут быть непонятными, но вряд ли они сумасшедшие мерзкие хамы из видосов с ПВЗ, Озона и Wildberries. Они, скорее всего, добрые, любящие и хорошие люди. Сейчас прозвучит, наверное, самая важная мысль в этом ролике. Рано или поздно мы все постареем. И какими мы будем в глазах будущих молодых поколений, зависит только от нас. Я вот лично верю, что мы будем понимающими и адекватными. Напишите, пожалуйста, как вы думаете, сможем ли мы отловить момент, когда нам захочется закрыться от всего нового, нырнуть в привычный, уютный, знакомый мирок и перестать открываться миру? Не только медикам нужно постоянно учиться, чтобы не совершать роковых ошибок. Человеку в принципе свойственно учиться и приобретать новые навыки всю жизнь. Если вам не сложно, пожалуйста, поддержите меня на Бусти, это мой единственный заработок на сегодня, и подписывайтесь на канал. Давайте будем, как дети, открытыми и любознательными, хоть в 7, хоть в 70 лет. Обязательно посмотрите мой ролик про выгорание, он появится тут, и я не прощаюсь.